Привет! Я в Камбодже, и сегодня я направляюсь в город Сиам-Рип, где находится знаменитый храмовый комплекс Анкор-Ват. Ну а начинается мой маршрут со столицы Камбоджи, с города Пномпень. Прилетел в Пномпень из Манилы, и сегодня я должен отправиться в Сиам-Рип. Билеты до Сиам-Рипа я еще не покупал, поэтому нужно где-то перекусить и идти искать автобусы. Do you have a menu? Menu. Maybe in English, no? In English. Lanzhou ramen noodles. No, in English, English language. Not, I don't understand Chinese. No. Первое, что бросается в глаза в центре Пномпеня, это обилие китайских ресторанов и отелей. И сервис у них, как я понял, рассчитан только на китайцев. Но, как выяснилось позже, с английским языком во всей Камбодже есть проблемы. И если это не туристический район, найти англоговорящего камбоджийца – это большая редкость. Но, как обычно, выручает язык жестов и Google Translate на кхмерский. What is it? How much is it? Money, how much? $1. Вот такой вот фаршированный перец стоит $1. Второе, что меня удивило в Камбодже, это цены. Они ниже тайских и филиппинских. И кроме этого, у них котируются две валюты – американские доллары и камбоджийские риэли. И это удобно. Приезжая сюда с долларами, вы не теряете на конвертации в местную валюту. И это, наверное, все, что отличает Пномпень от других азиатских городов. Excuse, do you have a Siem Reap ticket? Ồ, chơi ông đây có năng. Huh? Ông chơi này. Siem Reap. Siem Reap. Có tới Siem Reap. Siem Reap. Siem Reap. Từ VIP man. You get VIP or booth? Huh? You get VIP mau đập ra này ti đấy. Rồi còn lăn cróc I lăn. don't know. How much is it?ประมาณ VIPที่มัน $8. $8? Yeah. $8 VIP This $10. is 8, this 10, yeah? Yeah. Автобусов, осуществляющих перевозку Пномпень-Сиам-Рип, очень много, и ходят они почти каждый час. Купить билеты можно напрямую у перевозчика, приехав на станцию, либо в таких вот палатках, они же автобусные остановки. Здесь билеты продают посредники, и цены у них выше на $2-3 относительно перевозчика. Перед вылетом сюда я уже загуглил компанию перевозчика и целенаправленно ехал на станцию Села Анкор Кхмер Экспресс. $9 и комфортабельный минивэн с кондиционером доставит вас в Сиам-Рип всего за 6 часов. После филиппинских серпантинов камбоджийские автомагистрали – это то, о чем можно было только мечтать. Итак, сегодня я еду в Анкор-Ват. Вчера после дороги совершенно не было желания что-то снимать, но вчера я арендовал байк по $10 в сутки. Вот такой вот старенький Yamaha Адрес. И сейчас мы на нем поедем смотреть Анкор и его окрестности. Дорога до Анкора в целом хорошая, но до дальних храмов иногда приходится добираться и по грунтовке. Анкор-Ват находится на расстоянии 15 километров от центра Сиам-Рипа. И если вы планируете брать велосипед, то крутить педали придется порядка часа, вот по такой вот жаре. Либо арендовать тук-тук. Стоимость туда и обратно обойдется около $80. Либо арендовать байк на целый день стоимостью $10 и свободно перемещаться 24 часа. Вы сможете добраться как до храмового комплекса, так и свободно передвигаться по нему. Здесь это разрешено. Начал свою экскурсию я с храмового комплекса Анкор-Том. Он находится в 1,5 километрах севернее знаменитого Анкор-Вата и занимает второе место по популярности. И это не просто храмовый комплекс, а целый город, который до 15 века был столицей Камбоджи. И центром этого города стал храм Байон. Отличительной чертой этого храма являются каменные лики, высеченные на нескольких десятках башен. Изначально Байон имел 54 башни, но со временем часть из них была разрушена. До наших дней сохранились лишь 37, на которых находится 216 каменных голов. Все они разные, хоть и кажутся сначала одинаковыми. Если продолжить движение после Байона на север, первое, что бросается в глаза, это терраса слонов. Находится она в центре Анкор-Тома и вплотную примыкает к Королевскому дворцу. Она выступала трибуной для короля, и здесь он наблюдал за проходящими фестивалями и церемониями. Да, виды отсюда открываются действительно шикарные.
Чуть западнее террас находится еще один храм, который, безусловно, заслуживает внимания – Папуон. Построен он был в конце XI века, задолго до основания Анкор-Тома. Храм состоит из 3 ярусов, и с 3-го этажа открываются шикарные виды на соседние храмы. Со строительством высоких храмов у кхмеров были сложности, и поэтому 3-й ярус находится в печальном состоянии. Да и большинство других храмов Анкора сейчас находятся на реставрации. Сейчас я приехал в одно очень интересное место, мне посоветовал его один камбоджиец. Это самая высокая гора рядом с Сиам-Рипом, она же смотровая площадка, и, как оказалось, она еще и часть Анкор-Вата, и сюда нужен билет. Ну, о билетах расскажу чуть позже, а сейчас хочу показать виды, которые отсюда открываются. Место действительно красивое, и камбоджийцы его тоже очень любят, и поэтому под вечер приезжают сюда со своими вторыми половинками и устраивают пикники. И, собственно, поэтому здесь образуется вот такой вот небольшой срач, который никто не убирает. А это самая популярная улица ночной жизни в Сиам-Рипе. Аналог Волкин-стрит и Бангла-роуд в Таиланде. Только здесь на пинг-понг-шоу никто не приглашает. Рядом с улицей пабов находится и ночной рынок. И как обычно это бывает в Таиланде, я думал встретить здесь уличную еду. Но камбоджийских макашек здесь не оказалось. Тут находится рынок сувениров. Множество картин с изображением Анкора и дешевая одежда местного производства. Цены тут дешевле тайских, несмотря на то, что это центр ночной жизни, и плюс к этому продавцы здесь охотно торгуются. Много изделий из шелка представлено, и это не случайно. В Камбодже его производят и очень неплохого качества. You want a silk scarf? What is it? Silk? This one raw silk, $10. Silk, yeah? Yeah, raw silk. How much this or this? More expensive, 20. But you want something like that cheap? Not This? silk. This one $5. This silk too? This cotton. Cotton? Yeah, $5. $5. Yeah. This you say? Silk. How much this? $3. $3? Yeah. You want to buy? I done for you more. Цены за одно изделие начинаются от $1,5 и доходят до 20, в зависимости от состава и плотности материала. И при крупных объемах они обещают хорошие скидки. Вроде неплохая бизнес-идея с учетом наших цен. Билеты в Анкор продаются по дням, на 1, на 3, на 5 дней. Билет на 3 дня стоит около $40. Но перед выездом я наткнулся на одну интересную тему на форуме, и там рассказывалось, как попасть в Анкор бесплатно. И сейчас вот по факту 2 дня я посещаю его на халяву. Интересно? Пиши в комментариях, расскажу как. Второй день я начал с дальних храмов к востоку от Анкор-Тома. При выезде через восточные ворота встречается много небольших храмов, которые, наверное, тоже достойны внимания. Но я поехал сразу к храму Тапром. Этот храм хорошо пропиарила Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт». В 15 веке, после падения империи Кхмер, этот храм был заброшен и обнаружен только в 20-м, когда началась программа восстановления храмов Анкора. Как рассказывают гиды, этот храм не восстанавливался и сохранился до нас в своем первозданном виде. Проводилось лишь частичное укрепление стен для его безопасного посещения. Возможно, это и правда, ведь даже сейчас часть храма остается под землей и продолжаются его раскопки. Копают вручную, и туристов в места проведения работ не пускают. А судя по китайским летописям, этот храм был очень богат, и не исключено, что какие-то драгоценности находят и сейчас. Тапром был основан кхмерским королем в XII веке как буддийский университет и монастырь. Сегодня же визитной карточкой этого храма являются гигантские деревья, корнями опутывающие его стены. Во время реставрационных работ одному из французов пришла в голову идея не вырубать эти деревья, так как они удерживают стены.
И именно этот симбиоз камня и дерева позволяет нам сейчас увидеть Та Пром в том виде, в котором он предстал перед первыми исследователями Камбоджи. Путешествуя по территории Анкора, невольно обращаешь внимание на водохранилища и рвы, идеальной и прямоугольной формы, с привязкой к сторонам света. Самый большой из них – это Западный Барай. Размеры водоема составляют 8 километров на 200, и вмещает он в себя 80 миллионов кубометров воды. С восточной стороны есть такие же водохранилища, но меньших размеров, и соединены они между собой каналами. К сожалению, большая их часть сейчас уже заилена, но все же остается вопрос, как и зачем их копали, и плюс ко всему строго соблюдая геометрию. Причин было несколько. Сбор дождевой воды и перемещение ее между храмами по каналам. А из грунта, выкопанного из этих водоемов, делали каменные блоки, из которых и построены все храмы Камбоджи. Логистика минимальна, трудозатраты тоже, плюс красивый вид получается. Финальной точкой моей экскурсии по Анкору стал храм Приак-хан. Этот храм изначально строили как буддийская святыня, но до наших дней дожили лишь некоторые буддийские ступы, свидетельствующие о его предназначении. Помимо религиозной задачи, он еще долгое время был центром науки и культуры, где обучались монахи. Также ходят слухи, что в 18 веке он был разграблен французами, и сейчас его богатство находится в музее Гими в Париже. Здесь очень мало туристов, и если повезет, можно насладиться его величием в полном одиночестве. Территория Анкора огромна, и она не ограничивается одним Анкор-Ватом, куда везут всех туристов с экскурсиями. Мне кажется, даже недели не хватит, чтобы посетить все местные достопримечательности. А пока я гулял по храмам, на мой транспорт покушалась вот такая вот обезьянья банда. И как я понял, больше всего их раздражали зеркала, ну или отражения в них. Вообще я животных люблю, и обезьяны здесь тоже людей не боятся, и по сравнению с тайскими они не такие наглые. Может быть потому, что еды всем хватает, а в Тае наоборот не доедают. Анкор, конечно, поражает своими размерами, а особенно осознание того, что это все строилось без подручных средств и какой-либо техники. Но, с другой стороны, количество туристов, которые сюда приезжают, немного напрягает. И по лицам самих камбоджийцев явно читается, что мы их всех немного достали. И все же эта страна меня чем-то зацепила, и я думаю, я сюда еще вернусь и покажу вам не туристическую Камбоджу. А если это видео было интересным, поставь лайк, подпишись на канал, это мотивирует меня снимать новые и новые видосы. Пока!